Привет, физкультурники! Итак, я хочу чуть-чуть записать такое видео про кроссфит, да, несколько видео таких, которые будем обсуждать, что такое кроссфит, из чего он состоит, как изначально его Глассман, который все это придумал, видел, да, ну, более-менее так. И чтобы показать людям, я очень часто слышу, там, кроссфит это опасно, это травматично, люди получают травмы какие-то, да. Я всегда говорил и считаю, что люди получают травмы не потому, что спорт какой-то или тренировки виноваты, а потому что люди, во-первых, у них слишком высокое эго, и когда им говоришь делать что-то одно, они делают что-то другое, потому что считают, что они умнее или знают лучше, и получают из-за этого травмы. Или тренер где-то не досмотрел, или просто неправильно что-то сделал, или просто тренер тоже случается не совсем компетентный. И из-за этого человек получил травму. Да? Спорт, неважно какой он, кроссфит это или просто качалка или еще что-то, он не виноват. Давайте начнем с того, что по большому счету спорт, как спорт, он травмоопасный. Любой спорт, неважно какой вы возьмете, он травмоопасный. И он всегда приведет вас так или иначе к какой-либо травме. Да? Будем молиться, что на наше счастье это будут какие-нибудь легенькие травмы или вообще не будут их, но все равно они случаются. Это спорт. Если мы говорим про тренировки как про фитнес, то это уже больше про здоровье. И тут все зависит, как я сказал, либо от человека самого, и от тренера, для того, чтобы это не случалось. Ну или как можно спустить это к минимуму, потому что так или иначе, к сожалению, это все равно может случиться, и это может даже не зависеть от вас, это может что-то очень-очень старое, что когда-то вы получили какую-то травму, и вот при тренировках она могла вылезти там из-за какой-то там причины. Вот. И поэтому я хотел бы поговорить немного о кроссфите, что, как, зачем, почему. И начнем мы это видео, это более такое вступительное видео, да. И в этих видео, которые я буду снимать, мы будем использовать вот такую вот пирамиду. Она вам всем известна наверняка. Эту пирамиду используют и в разных других вещах, да, не только в спорте. И Глассман тоже использовал эту пирамиду, и он построил, как он видит, как должен выглядеть тренировочный процесс, что в нем должно быть, как оно должно быть, из чего он должен быть построен. И, честно сказать, она выглядит очень даже, как по моему мнению, очень логически и правильно, как действительно надо заниматься спортом. Не как мы привыкли, или как мы хотим, или как нам нравится, а вот как оно должно быть. Да? И помните, мы говорили про спорт, что он травматичный. И все, если вы заметите, спорт, он находится здесь в самом верху. Это самая вершина пирамиды. Она самая последняя. То есть туда, прежде чем туда дойти, нужно еще пройти достаточно очень длинный путь. И если его делать правильно и как положено, и с головой на плечах, то в конце концов и те же травмы будут у вас намного меньше происходить или вообще не будут происходить. Итак, эта пирамида состоит, как вы видите, из 5 частей. Самое первое, самое начальное у нас это nutrition. И как вы понимаете, друзья, питание это действительно самое главное. Даже если вы не занимаетесь никаким спортом и ничего не делаете, а просто правильно питаетесь, вы будете уже выглядеть намного лучше, чем ваши сверстники, чувствовать себя намного лучше, чем ваши сверстники, у вас будет больше энергии, чем у ваших сверстников. То есть ваше общее состояние, ваше тело, оно будет намного-намного лучше, как духовно, так и физически. И все это только из-за того, что вы измените и будете питаться правильно, а не как попало и чем попало. Теперь, после того, что мы настроили наше питание, у нас все правильно, у нас идет следующая ступенька. Это metabolic conditioning. Это всякого типа меткуны. Для чего нам нужны меткуны? Меткуны нужны для того, чтобы научиться дышать. Для того, чтобы нашу сердечно-сосудистую систему развить как положено. Для дыхания наши легкие, да, разработать, чтобы они работали как положено. То есть в первую очередь нам нужно развить нашу сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Поэтому для начала всегда желательно начинать с метаболических каких-нибудь упражнений. Или тренировок, более будет правильно сказать. Да? В данном случае, что я имею в виду? Это не обязательно какой-то метод, вот, что есть в кроссфите. Нет. Это может быть самое простое, самое начало. Ходьба, бег, прыжки на скакалке, и гребля. То есть вот именно вот отдельные вот такие упражнения, кардиотренировки такие больше. Да? В момент, пока вы там развиваетесь, пока вы тренируетесь, у вас улучшается, да, это вот с этим можно уже начинать играться там как-то, но по большому счету цель этих тренировок, это чтобы развить вашу сердечно-сосудистую систему и вашу дыхательную систему, чтобы вы могли переходить дальше к следующему уровню, чтобы вам было уже намного легче, чтобы вы умели дышать, чтобы вы умели концентрироваться, чтобы у вас не забивалось ваше дыхание, когда вы делаете какие-либо более серьезные тренировки.
Следующее, что у нас идет, это гимнастическое. Гимнастические упражнения. Друзья, я всегда это говорил, и в этом есть очень большая даже логика, мне кажется. Не обязательно моя, но это мое личное мнение. Но я думаю, что оно достаточно близко к правде. Вы не научитесь работать правильно с какой-либо техникой, не умея работать со своим телом. И лучше всего в этом вам может помочь именно вот гимнастические упражнения. То есть возьмите самые простые гимнастические упражнения, те же отжимания. Если вы не умеете правильно отжиматься, вы сжать на лавке на грудь не будете правильно. Вам надо будет учить эту технику. Но если вы умеете правильно отжиматься, то поверьте вам хоть и надо будет как-то подучить немного технику жима лежа, но вам будет намного легче и проще ее сделать. То есть гимнастические упражнения, они, во-первых, учат управлять нашим телом, они учат нас правильной технике, они укрепляют наши связки, они укрепляют наши сухожилия, они дают нам первоначальный толчок росту нашим мышцам, наши мышцы укрепляются, наше тело становится сильнее. И все это очень хороший и сильный базис для того, чтобы уже дальше переходить к каким-то тренировкам с весами. Почему? Особенно вот еще у нас во дворах всегда стояли везде, да, стояли всякие там, да, параллельные брусья, подтягивания, такие вот простые вещи. Всегда стояли, всегда этим занимались. И заметьте, что обычно люди, которые именно вот начинали заниматься с весом собственного тела, и вначале очень сильно, там, особенно вот возраст там 12, 13, 14, 15 лет, да, занимались вот именно этим, а потом перешли уже в бодибилдинг, им намного было легче, проще, они намного лучше продвигались и прогрессировали, потому что у них уже был очень хороший басист. То есть в данном случае гимнастические упражнения это очень хороший басист для того, чтобы продолжать дальше. Понятно, что если мы его начнем там в 12-13 лет делать, это лучше, чем если мы начнем только с этих тренировок в 30-40 лет. Но даже в этом случае, если вы только начинаете тренировки, вы не умеете работать с железом, вы не знаете, как делать, лучше, конечно, начать именно вот с гимнастических упражнений. Дальше вам просто будет намного легче. Следующее. Вейтлифтинг. Поднятие тяжести. То есть, когда вы уже умеете, когда ваше тело уже более-менее окрепло, когда у вас уже нормальные связки и ваши сухожилия, когда вы уже умеете управлять телом, вы понимаете, как работает движение, уже можно переходить к каким-то более сложным движениям и более тяжелым весам. Тут уже можно включать всякие, тут написано это вейтлифтинг, но я думаю, что имелся в виду не только вейтлифтинг как тяжелая атлетика, а просто работа с весами. Любые упражнения, работа с весами. Окей, в данном случае это будет... В общем, это будет правильный такой прогресс. Вначале вес собственного тела, потом добавляем на это, одеваем веса и уже начинаем работать с весами. Это просто вот такой, знаете, правильная ступенька поднятия. Не перепрыгивать ступеньку, а вот идти по ней. И когда вы уже будете начинать работать с вами, нам просто будет намного легче и намного проще продвигаться в этом. И намного быстрее вы будете в этом продвигаться. Вот. И последнее, что у нас есть, это уже спорт. Спорт это уже совсем другая история, друзья. То есть, когда вы уже давно тренируетесь, когда у вас уже все наработано, когда вы уже достаточно сильны, дальше уже начинаются такие вещи, как не просто отработка техник, а правильная работа с весами, по крайней мере, скажем так, про кроссфит, да, настолько, что вы можете быть намного быстрее, намного сильнее, с большими весами быть намного быстрее, что это еще хуже, когда вы уже умеете очень хорошо. То есть не просто там, да, сесть, скажем, к примеру, да, тот же френ. И, в общем-то, любой человек, который тренируется и достаточно много, может сделать френ. Вопрос в том, как? Сделать его на скорость за 5 минут или сделать его за 2 минуты. Вот в этом и является, вот, по крайней мере, в кроссфите разница. Да? Человек, который просто тренируется, за 5 минут может сделать френ. Там, за 5, за 6 минут может сделать френ. Да? Френ, кто не знает, друзья, это трастеры и подтягивания в большом количестве повторений. И человек, который занимается кроссфитом уже как спортом, то есть это человек, который уже приближается или уже находится в элите, на самом верхнем уровне в кроссфите, такой человек может сделать этот френ за 2 минуты. Может быть, кто-то даже чуть-чуть больше, может быть, даже кто-то чуть-чуть меньше. Но в среднем это вот 2 минуты выполнения этого упражнения, этого меткона. То есть вот это уже начинается спорт. То есть обычная разница между обычным тренирующимся человеком и человеком, который занимается кроссфитом уже как спортом, это в том, что они просто намного сильнее, просто намного быстрее, более выносливы. То есть вот все, что вы делаете, они могут сделать в 2, в 3, в 4 раза быстрее. А это уже добивается уже более серьезными тренировками. Это уже не просто, как вот в кроссфите описано, что мы тренируемся там 5 раз в неделю, можем тренироваться. Да?
Там люди тренируются по 7 раз в неделю, по 6 раз в неделю. Каждый день, я имею в виду не тренировок, а дней. И в каждый день у них может быть когда-то по 2 тренировки, когда-то по 1 тренировке. То есть у них там может быть в неделю доходить до 12-14 тренировок в неделю. То есть это уже люди совсем на другом уровне. Это уже спорт. Но мы еще пока с вами не там, поэтому мы в основном говорим про вот эти 4. И теперь в заключении, что я хочу сказать. Конечно, это все слышится, вот вначале это сделать, потом это сделать, потом это сделать. Да, мы не делаем это, вот это, понятно, потому что это тоже не совсем логически и правильно так делать. Мы все включаем потихоньку и начинаем работать совсем вместе. Но при этом, при всем, в первую очередь, да, мы, конечно, будем пытаться правильно питаться и настраиваться, как это делать правильно, что надо делать правильно, куда надо, зачем это, как это, все это, да. Но параллельно этому мы уже будем начинать делать и гимнастические упражнения, и метаболические какие-нибудь меткуны легенькие, и может быть даже что-то с весами, если человек хоть как-то более-менее может двигаться в пространстве, какие-то легкие упражнения с весами ему тоже будут даваться, естественно. Все это работает в комплексе, в кроссфите. Но кроссфитская система построена так, что вы в один день будете делать что-то одно, в другой день что-то другое. То есть вы можете в один день поработать с гимнастическим упражнением, в другой день поработать только с весами и какой-нибудь кардио. Да? Но мы сейчас не об этом. То есть, в общем-то, таблица, она как бы должно все двигаться вот как бы по нарастающей с чего-то, с какого-то басиста, и на него накладывается все остальное. Естественно, так оно делается, но делается все равно как-то немного вперемешку. Потому что просто сказать человеку, окей, вначале сделай так, чтобы у тебя было нормальное питание, да, питайся правильно, хорошо, покажи, что ты можешь, а потом мы с тобой займемся следующим уровнем, это будем настраивать твою сердечно-сосудистую систему. Естественно, друзья, так это не работает, да, и оно так не сможет работать. Понятно, что все равно это как-то все перемешивается, просто перемешивается очень аккуратно, спокойно и работается со всеми вещами вместе. И в следующих видео мы с вами поговорим уже более конкретно о каждом из них. То есть я хочу еще снять, как я сказал, несколько видео, и в каждом мы поговорим в отдельности про все. Сегодня было такое более общее. Так что, друзья, пока, как всегда, не забываем лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. И увидимся, друзья, в следующем видео. Пока. Да пребудет с вами сила, народ.